Всем привет! По запросу зрителей сегодня поговорим о предложенной властью так называемой налоговой реформой, новой налоговой системой 10-10-10. Почему я считаю, что эта реформа, так называемая, а эта реформа именно в кавычках, является фикцией? Естественно, снижение ставок это хорошо, но тут зашиты кое-какие подводные камни и смыслы, о которых я хочу вам рассказать сегодня. Ну давайте по порядку сначала. Для начала берем НДС. Сейчас он составляет 20%, они обещают снизить до 10%. Это вроде как плюс, но на самом деле НДС, как и был самым мутным коррупционным налогом, так им и останется. Точно так же все будут платить его в магазинах, а получать его будут считанные люди, которых у нас называют олигархами. Кроме того, почему-то совершенно никто в информационном пространстве не поднимает такой вопрос, как то, что НДС это в принципе губительный налог. Он сразу убивает сферу услуг, он сразу убивает интеллектуальный продукт. Подумайте сами, айтишник сел за компьютер, написал код, написал программу со своей головы, то есть чисто интеллектуальный труд. Но он должен будет заплатить 10%. Где в этом логика? Ну и сейчас должен, и тогда будет должен. Но сейчас-то хоть упрощенка еще есть, к этому мы сейчас еще перейдем. Или, например, берем сферу услуг, ну не знаю, там фитнес-центр. Они один раз крупно потратились, ну возможно с НДС, это закупили оборудование, там тренажеры. Хотя, честно вам говорю, большинство из них закупается или за кэш, или еще каким-то способом без НДС, для того, чтобы купить это все дешевле. Ну давайте априори предположим, что они это все купили. Какие дальше расходы у фитнес-клуба? Зарплаты и коммунальные платежи. Тренажеры не покупаются раз в месяц или даже раз в году. Соответственно, это просто будет опять-таки огромная статья расходов, этот налог. Абсолютно лишено всякой логики и всякого смысла. Как вы знаете, я являюсь сторонником налога с продаж, по примеру американской модели, когда это платится уже в завершении цепочки, то есть конечный потребитель их платит. Я считаю, это самый правильный вариант. То, что предлагает Геннадий Балашов, это тоже неплохо, но он предлагает как бы налог с транзакций в системе 5.10. Я за то, чтобы налог с продаж тоже, но именно с потребителя, то есть с конечного покупателя. Кстати, кто не знает, расскажу. В Америке во многих штатах есть такая штука, называется Reselling Permit. Вы его как бы получаете, если вы занимаетесь перепродажей товаров. То есть, когда вы покупаете его даже в рознице, но вы там, например, в интернете или еще где-то перепродаете, для того, чтобы вас государство освободило от налога с продаж, чтобы вы его не платили при покупке товаров, при закупке, вы берете этот reselling permit и все у вас нормально. Вот так работают классные системы, и вот так, казалось бы, забюрократизированная, как нам любят рассказывать, американская система, на самом деле является просто прекрасной для предпринимателя, для подъема в бизнесе. И вообще, самый настоящий свободный рынок и страна возможностей. И такую экономику нужно создать в Украине. А теперь давайте пойдем дальше, про НДС я вам сказал, и посмотрим подробности. Они опубликовали официальную таблицу. Что здесь написано? Давайте посмотрим. НДС 10%, как я уже сказал, НДФЛ 10%, сейчас 18%, военный сбор 3%, сейчас 1,5%, налог на выведенный капитал, они пишут 10%. Одну секундочку, почему они это так обозначили, когда везде идет речь о том, что они должны снизить налог на прибыль с 18 до 10? Почему это они уже называют налогом на выведенный капитал? Я в жизни не поверю, что они оставят налог на выведенный капитал 10%, хотя это было бы правильно и хорошо. Но ведь налоговый капитал подразумевает, что когда вы выводите прибыль с предприятия, то есть там дивиденды выводите, тогда вы его платите единой ставкой, на то он и налог на выведенный капитал, без доплаты НДФЛ там, и так далее, и других налогов на дивиденды. А они, видимо, хотят очередную дерьмо в конфетку завернуть. То есть нужно будет платить 10% именно налог на прибыль, никакого налога на выведенный капитал не будет. И потом еще сверху 10% НДФЛ при выводе дивидендов, то есть 20%. Это уже неинтересно, я вам сразу говорю. Теперь замена налога на прибыль 5%, я вообще этого не понял, что это имеется в виду. То есть они хотят как это можно в одном объединить налог на прибыль, а потом еще налог на выведенный капитал, и потом еще НДФЛ. Мне кажется, там это Шурма или кто там, идеолог, они сами не до конца понимают, но про идеологов я сейчас еще перейдем, расскажу вам позже. И вот последнее они написали единый налог 0%. Как это понимать? Видите, это не озвучивается. Значит, как я вам уже много раз говорил, как делают чиновники. Они услышали у Балашова 5.10, думают, в обществе вроде бы как заходит, давай мы что-то подобное сделаем. Но чиновник всегда берет самую классную идею, извращает ее, коверкает до нереальных масштабов и делает из нее настоящую фикцию, профанацию. То есть в общество впускают, говорит, смотрите, либеральное налогообложение, которого вы так хотели и просили, мы сделали вам, что вам не нравится. А на самом деле там 50 подводных камней. Точно так же, как сейчас я вот хочу именно для вас, для зрителей подать заявку по Е-декларации, запросить выезд с Украины.
Там уже 255 условий невыполнимых, ну как я вижу на первый взгляд из того, что опубликовано. Так же они и здесь сделают. То есть на обертке у вас будет все хорошо, только вы эту книгу открываете, а там уже рога и копыта. Вот вспомните мои слова, это видео будет опубликовано, сохранено, а потом скажете, прав я или не прав. Теперь по поводу идеологов. Меня много раз на стримах, да вообще в комментариях зрители спрашивают, как тебе Михаил Кухар, сделай эфир с Михаилом Кухаром. Это такой известный экономист, который себя называл либеральным. Но как только власть его поманила ручкой, он с оппозицией сразу же начал с ними сотрудничать, приложил руку к этой системе. Понимаете? Вот вам и все либеральные экономисты. Это то, почему я никогда этого Кухара не воспринимал и разговаривать я с ним не собираюсь. Да, и еще вам расскажу этот момент с военным сбором. То есть они упраздняют ЕСВ, налог на зарплату получается будет 13%. Ну, НДФЛ плюс военный сбор. В принципе, это как бы неплохо. Я за классическую десятину в этом вопросе. Но 13% это неплохо по сравнению с тем, что есть сейчас. Но все остальное на бизнесе никак не скажется. Если не отменяют, самое главное, если не отменяют единый налог, мелкому среднему бизнесу в этой системе конец. Потому что когда вы работаете на маленьких оборотах, или когда у вас, я же говорю, интеллектуальный труд, или элементарно вы сдаете что-то в аренду, вы заплатите колоссальные бабки этому государству. И все. Это выигрывает только крупный бизнес. Исходя из того, что я сейчас вижу, мелкий и средний проиграет. Они специально что-то не договаривают. У них, как всегда, но. Они рассказывают одно, а теперь получается единый налог они ставят 0%, понимаете как хотите. Пишут налог на выведенный капитал 10%, тут же пишут замена налога на прибыль 5%. Я ничего не понимаю. И это публикуют экономисты, светила, которых наши так любят. Ну и где Гетманцев в этой схеме? Потому что это ж полностью противоречит даже в этом виде тому, что говорит Гетманцев. У них там, я же говорю, левая рука не знает, что делает правая. Самое главное вы должны понимать. Сейчас государство тратит всего лишь 30% доходов госбюджета на войну. 70% тратится на государственный аппарат, на социалку. Скажите, пожалуйста, ну почему сейчас не сократить кардинально госаппарат и чиновников? Более того вам расскажу. Они вот к этому всему написали в конце, что тогда при введении такой системы будет дефицит госбюджета 1 триллион 700 миллиардов гривен. Можете себе представить? И соответственно мы ее сможем ввести только когда этот триллион 700 нам дадут западные партнеры. То есть они как хотят. Типа кинуть кость бизнесу, а госаппарат сохранить, и пусть этот госаппарат датирует Запад. Это корни неправильно. И я даже в такой ситуации со стороны западных партнеров на это бы не пошел. Хотя я в Украине живу, я украинец, вы понимаете? Это просто верх цинизма и верх дурости. И я уже вам сказал, и при этом только 30% идет на армию в военное время. Все в голове перепутано, чистое наебалово чиновников. Вот это вот мой вердикт. Дело в том, что сейчас куча чиновников получают свои зарплаты ни за что. Ничего не делая, ничего не производя, не принося никакой пользы. Вообще, в принципе, не создавая даже никакой видимости активности. Максимум приходят на работу, а многие не ходят. Что говорить в целом? Что говорить в целом, когда, допустим, мирное время? Нахрена это надо? Облегчите жизнь людям. Пусть эти все чиновники идут в рынок. НДС 10%. Правильно, пусть олигархи продолжают быть. И тут же Данилов вчера заявляет, что после войны вы Украину не узнаете, потому что здесь не будет олигархов. Но он забывает добавить, да, олигархов может быть не будет. Но олигархи-то возникли благодаря чиновникам. Олигарх же не может ногой открыть двери и лопатой зайти в госбюджет в физическом смысле и лопатой оттуда себе загребать бабки. Он всегда прикармливает чиновника. Поэтому корень всех проблем это чиновники, от которых надо избавляться. Получается, Данилов теперь фактически заявил о том, что вместо олигархов будет очень сильное в их понятии государство. И оно сильное просто всегда по отношению к гражданам. Значит, а когда вот внешняя агрессия, то эти же граждане пошли защищать, и Запад помогает. Вот так. У меня такие понятия, что сильно это на международной арене. А на внутренней гражданин не враг государства. Ну ладно, пусть это будет на совести Данилова. Идем дальше. Огромное количество вопросов на стримах про курс доллара. Возьмите себе, пожалуйста, за аксиому. Если вы не купите доллар по курсу 40, вы его купите по курсу 50. Если вы его не купите по курсу 50, вы его купите по курсу 60. Вот просто возьмите себе это за аксиому. И я вам сейчас докажу, что я прав. Я это публиковал в телеграм-канале, посмотрите, что городил Гетманцев. Пост Гетманцева за 14 февраля, то бишь за 10 дней до начала войны. Время валютных спекулянтов. Только идиот не продаст сегодня доллар по 28,7, чтобы потом купить его по 26.
Благо из желающих обогатить спекулянтов у нас всегда очередь. Посмотрите на курс доллара на сегодняшний день. Вот так государство всегда будет с вами поступать. Запомните. И такие как Гетманцев ни за что не отвечают. Его даже никто не уволил, не то чтобы лишить мандата, хотя это требовал весь украинский бизнес. Делайте выводы, уважаемые друзья. И когда вы мне говорите, что я вам даю негатив, я вам просто об этом рассказываю, вскрываю вам факты. И даю предложение, заметьте. Я сказал, что нужен налог на выведенный капитал раз и налог с продаж два. Все. И НДС мы должны просто забыть раз и навсегда. И надолго. А претензии, пожалуйста, к Гетманцеву и к другим чиновникам. Но это еще не все. Еще один резонансный пост Гетманцев опубликовал. Весь пост читать не буду, только главное. Жителям Киева, Львова и других мирных украинских городов, вяло потягивающим апероль шприц, обговаривая запрет кальянов в ресторанах, курс гривны, налоговую реформу, шурмы, очень рекомендую двухдневный тур Харьков-Запорожье с ночевками. Это каким падлой надо быть, чтобы в военное время такое говорить созидательному классу и вообще людям? Он проявил очередное неуважение абсолютно ко всем. Понимаете? Он что, эту войну на своей, может быть, шкуре ощутил, как это ощутили другие люди? Ну просто негодяй, позор команде президента, что они его покрывают и крышуют. А крышуют его именно Ермак, по моей информации. После такого заявления на Западе, его бы уже с рачами оттуда выгнали, и он бы был навсегда не рукопожатный. Еще после фразы про гусей, которых надо стричь. После такого, я вам говорю, это был бы просто... черную метку получил бы от всего нормального цивилизованного общества. Вот такие вот дела. Поэтому, дорогие друзья, претензии не ко мне, претензии к ним. А если вы не хотите это знать, а жить в розовых очках, то в Украине достаточно всяких спикеров от государства, которые вам расскажут любые басни, майсы, которые вы только хотите услышать, лишь бы не знать настоящую картину. То есть большинство, я вижу это по комментариям, большинство не хочет знать настоящую картину, лучше жить в неведении, так проще. На самом деле это вы сразу делаете задел для будущих проблем страны и своих личных. А я всегда был и буду на стороне людей, на стороне Украины. Но Украина для меня это не вот эти вонючие чиновники. Нет. Они сейчас, прикрываясь войной, творят самые последние гадости, понимаете? А от всех требуют, что вы посмотрите, война. Вы не имеете никаких прав гражданских, по их мнению. И мы можем вас оскорблять уже просто откровенно, как это делает Гетманцев. У меня просто зла не хватает на это все смотреть. Ладно, большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Жду ваши комментарии. Если я что-то недораскрыл в этой теме, пишите, я дораскрою, договорю. Дальше вам что-то обосную. Захотите на стриме это обсудим. Короче, жду ваши комментарии. Пока.